Сейчас мы решим проблему, как удалить WPS Office. Потому что вы его, скорее всего, уже удалили с панели управления. Все равно он у вас появляется. А как удалить с панели управления? Давайте покажу. Кто-то хочет удалить, кто-то уже удалил. Просто хочет решить эту проблему дальше. Нажимаем, пишем, то есть панель управления в поиске. Переходим в удаление программы. И здесь находим, как обычно, WPS и удалим его. Да? Выбираем, нажимаем удалить, и он удалится. Но после удаления все равно на рабочем столе у вас будет значок яркий такой от WPS. При открытии то же самое, что он открывается в программе WPS Office. И Word, и Excel без разницы. И дальше мы идем удалить его. Почему-то он не удаляется, да, где-то хранится его файл. Да, дальше мы переходим уже в диск C пользователей. Здесь ваше пользователь, у меня бакат написано пользователь, у вас может администратор, может еще по-другому. Переходим сюда, кликаем сюда один раз, нажимаем такой же кривой, вот такой вот слэш и пишем appdata. Вот appdata. Переходим local и здесь находим Kingsoft. Будет написано Kingsoft. Я эту проблему решил на другом компьютере, но я видео записать не смог, потому что это было на работе. Я не мог там даже говорить. Сейчас я давно хочу этим поделиться. Будет Kingsoft. Прям вот будет написано Kingsoft. Так, где картинки? Вот. Покажу сейчас вам. Вот видите, Kingsoft. app local Kingsoft. Вот эту папку удалите полностью, Kingsoft. Дальше переходите снова appdata. И здесь есть roaming. И здесь тоже есть Kingsoft. Здесь тоже его удалите. Все, вы удалили его, да? После этого у вас вот здесь значки Excel, Word, все станут у вас не такими, как его значками, а будут белыми просто и все. Вы переходите сюда, свойства, изменить, ставите свои Excel 2016 какой-либо разный, да? Нажимаете ОК, все равно не помогает. Правильно? Все равно становится белым. Дальше что делаем? Здесь значок Windows, правую кнопку нажимаем, сделаем выполнить. Или Windows R нажимаем, горячие клавиши. Ну, выпало так проще, да? Многим будет, кто не знает, как горячие клавиши. Нажимаем да, редактор. И вот здесь вот переходим в папки. Так, самое главное, давайте вот это закрою вот так. HK Classes Root. Вот это раскрываем. Кликаем один раз и нажимаем E. Нам же нужен Excel. Так, на английский язык переводим. Нажимаем E. Вот. Все, что начинается с буквы E. Переходим в Excel. Находим вот Excel Sheet 12. Excel Sheet 12. Один раз открываем. И Default Icon. Это вот значок Default. По умолчанию значок, да, пишется, переводится. Здесь у вас вот этот файл будет. Еще один файл. Но во втором файле у вас будет здесь написано путь, через какую программу открыть должен он Excel. И будет здесь у вас как раз таки вот этот Kingsoft WPS, там .exe, XLS, там что он будет открывать. Вот эту ссылку мы должны поменять. Вот такой будет файл. Два раза нажимаете. И вот сюда мы должны ставить Excel, который будет открывать. Вот Icon Exe, видите, он уже указывает, что должен открываться в этом. Icon Exe нашего. Так, Excel Icons Exe, да, вот в этом должен открывать. Где мы это берем? Переходим диск C, программ Files x86, Microsoft Office, попадаем в Office, и у вас здесь Office 19, 20, не знаю, там, у меня 16. Переходим вниз и именно находим вот XLS icon. Вот. xlicons.exe. Ну, приложение, но он точно exe будет. Нажимаем один раз, вот этот путь копируем, где он находится. И вот сюда вот так будем ставить. Так, вставить. И вот сюда пишем вот это название. Вот это. XLicons. Нажимаем один раз. Давайте его просто скопируем. Вот так и в конце допишем exe. Так. И точка exe. Все. Нажимаем ОК. Я сейчас не буду нажимать ОК, потому что у меня все работает. Мне это смысл нет. Просто вам вот это показываю. Копируйте этот путь. Я делаю отмена, вы его сохраняете. И дальше. Вот то, что все начинается на Excel, допустим, и везде вы меняете ссылку.
Вот так. XLS Backup. Здесь Default тоже будет. Здесь ссылку поменяли. Вниз пошли. Здесь нету. Здесь нету Default. Default icon есть. Здесь поменяли. CSV перешли. Смотрим. Здесь поменяли. Везде, где надо, везде вы ставите вот эту ссылку, которая что было связано в Excel. Вот до конца. Вот Excel. Так, Excel, XML, Default Action тоже поменяли. Все поменяли, все отлично сохранили. Дальше надо будет уже поменять Word. W. Находим то, что начинается на Word. Так. Вот Word пошел. То же самое. Word, Default Icon. Тоже здесь меняем ссылки. Конечно, ссылку уберем вот здесь вот. Word Icon. Тоже копируем. В конце дописываем .exe и дальше продолжаем. Везде, вот здесь, где Word, все файлы меняем. Когда вы нажимаете «Сохранить», может сразу не поменяется у вас. Еще раз нам нужно будет вот здесь поменять нашу ссылку. Выбираем Excel 2016. Если его не будет, еще приложение, найти другое приложение. И тот же путь, который был только что. Program Files, так, диск C, Program Files, Microsoft Office, Office 16. И здесь выберем формат вот XL Icons для XLS. Если PowerPoint, то же самое, вот так всю проблему решаете с PowerPoint. Вот и все, у вас проблема потом должен решиться. А если еще дальше не решается, ну, конечно, уже 100% у вас решится, я в этом уверен. На всякий случай вы можете удалить WPS с этого списка. Вот здесь тоже он будет. Вот здесь в конце, где-то так, не тут он будет. Он будет где-то в этом списке .wpp, вот WPS вот такой вот. Можете их тоже удалить, но после тех действий он точно у вас уже пропадет. Здесь тоже могут его конечные эти остаться ссылки. Вот software, здесь будет Kingsoft. Находите его, тоже удалите его отсюда. Так, config, тоже software. Здесь может быть тоже. Ну вот. После этих всех действий, которые вы ссылку везде поставили, у вас уже появятся ваши значки Excel, Word, все, и проблема у вас с этим решится. Все, проблем не будет.